Во время Великой депрессии 15 миллионов человек спали на каждом углу, прямо на улицах. Это очень много. Вышло это так, что они приобрели дома и машины, а потом банки лопнули и закрылись. И люди не смогли получить обратно свои деньги. Их выгнали из собственных домов. Миллионы американцев спали на улицах, на каждом углу. Я смотрел вокруг и видел, что на витринах полно товаров, радиоприемники и тому подобного. Всего того, в чем люди нуждались, но у них не было денег. Тогда-то я и подумал, что с нашей системой что-то не так. Как такое могло произойти в нашей стране? У меня не было ответов. Однако всюду с импровизированных трибун выступали люди, которые рассказывали о новых организациях, об объединенном человечестве, о технократии, социализме, коммунизме. В каждом парке, в каждом университете люди говорили о переменах в обществе. Именно тяжелые условия жизни побудили их на это. В то время я планировал добраться автостопом до Флориды по своим причинам. Зима была очень холодной, отопления у нас не было, и мне надо было как-то попасть во Флориду. По дороге во Флориду я увидел старика, бредущего со всем своим скарбом на плече. Таких людей еще называют бродягами. Все его пожитки были завернуты в одеяло. Он очень медленно передвигал ноги. Я окликнул его. Мне хотелось помочь ему нести вещи, ведь сам он едва переставлял ноги. Он плохо слышал, и мне пришлось окликнуть его несколько раз. Когда он повернулся, оказалось, что у него акромегалия, слоновья болезнь. Все его лицо было искажено. Я был еще мальчишкой и не знал, что такое бывает. Увиденное шокировало меня. Я продолжил голосовать на дороге. Вскоре я добрался до Саванны в Джорджии. Я пошел в полицейский участок и сказал: «Мне негде ночевать, можно я посплю в камере?» Они ответили: «Только если дашь нам снять отпечатки пальцев». Ничего такого я не совершал и согласился. Они отвели меня в камеру, освещенную тусклым красным светом. Мне было 16 или около того. Унитаз был весь заляпан дерьмом, немытый, спать было негде, вокруг грязь. Поэтому я просто сел в угол и уставился на этот красный свет. Вид был довольно угнетающим. Вдруг я услышал стон в соседней камере. Я подошел к решетке и, вглядываясь в темноту, увидел того человека с акромегалией, старика с искаженным лицом. Он не мог говорить. Тогда я постучал по решетке, подошел надзиратель и спросил: «Чего тебе?» Я ответил: «Этому человеку место в больнице, а не в тюрьме». «Да это ж просто бомж!» В нем как будто совсем не было человечности. Я сказал, что ему надо в больницу. Заткнись ты!» И он ушел. Утром я ушел оттуда и познакомился с парнем своего возраста, тоже где-то лет 16, и мы продолжили дорогу вместе. Как-то к нам подъехал мужчина на новенькой машине и спросил: «Шпана, $1 хотите заработать?» Мой приятель ответил: «Я хочу». «Что надо сделать?» «Передай эту записку моей девушке. Я буду занят в субботу и не смогу с ней встретиться. Она передаст тебе пакет для меня». Что было в той записке, я узнал позже. Девушка работала кассиром в кинотеатре. В записке, которую ей принес паренек, было написано: «Если ты не отдашь этому мальчишке все деньги, тебе прострелят башку. Мы держим тебя на мушке». Человек в машине просто использовал пацана, а тот даже не подозревал, в чем дело. Девушка закричала. Приехала полиция и забрала того мальчишку. Я ничего не мог сделать. Я сам был одет в лохмотья. Я помню слова, прозвучавшие в моей голове: «С этим надо кончать». Справедливости не существует. Я понял это тогда. Я был один и совершенно бессилен. Дорогу на юг мне пришлось продолжить в одиночку. Во Флориде во времена администрации Рузвельта были временные лагеря для таких диких мальчишек с большой дороги. Дикими они не были. Им просто некуда было идти, у их семей все отобрали. И сейчас мы снова идем по тому же пути, хотя еще не дошли до точки. Именно эти обстоятельства помогли сформировать мои взгляды.